Решительно осуждаем такие действия и призываем израильские власти к уважению территориальной целостности и суверенитета соседей, в том числе к выполнению соглашения о разъединении сил на сирийских Голанах от 1974 года и соблюдению профильных резолюций Совета Безопасности. Разделяем оценки генерального секретаря об отсутствии военных решений всех взаимосвязанных конфликтов на Ближнем Востоке. Путь вперед лежит через диалог и переговоры. Через позитив отмечаем единый призыв генерального секретаря к прекращению огня в Ливане, Иране и Газе, что подтверждает тезис о прямой зависимости между этими конфликтами. В этом контексте считаем единственно правильным решение Вашингтона об установлении перемирия с Ираном. Рассчитываем, что все вовлеченные в текущее противостояние в регионе силы будут придерживаться такой линии. Совет Безопасности не должен пытаться навязывать решения, выгодные исключительно одной стороне или направленные против какого-либо регионального государства. Такого подхода придерживаются и в отношении урегулирования вопроса судоходства в Ормузском проливе. Морская навигация должна быть безопасной во всем Мировом океане. Попытки навязать правила игры в угоду одним странам неизменно вызовут противодействие других, не согласных с ними игроков. Общие стандарты надо вырабатывать честно, сообща, без ультиматумов и шантажа. Хотели бы лишь указать на то, что попытки отбросить как якобы устаревшую международно-правовую базу палестинского регулирования, включая известные решения Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, ни к чему хорошему не приведут. Следует сфокусироваться на запуске прямых переговоров между палестинцами и израильтянами для практического обсуждения вопросов окончательного статуса палестинских земель и параметров двухгосударственной формулы. Историческая справедливость восторжествует, когда палестинцы получат возможность создать независимое государство на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем. 安理会要履行维护国际和平与安全的首要职责，采取积极和负责任的行动，推动热点问题政治解决。伊朗局势处于战和转换的关键阶段，战事再起不符合任何一方的利益。我们呼吁相关各方保持冷静克制，停止可能激化冲突的对抗行动，坚持通过政治外交途径化解争端。中方赞赏巴勒斯坦为此发挥的斡旋作用，支持各方尽早实现全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平稳定。黎以局势要尽快降温，我们欢迎黎以近日宣布达成停火，敦促有关各方立即停止敌对行动，真正实现停火止战。黎巴嫩的主权、安全和领土完整必须得到尊重，以色列应从黎巴嫩全面撤军。当事方应回应国际社会的呼声，采取积极行动，尽快推动国际通行海峡恢复正常通航。我们欢迎联合国倡议成立应对霍尔木兹海峡局势的专门技术机制，支持联合国发挥更大的作用。主席，中方始终是中东和平的建设者，中东稳定的促进者，中东发展的贡献者。我们积极为中东和平奔走。